Здравствуйте, друзья! Как моряки СССР поставили американцев на место? Во второй половине 1980-х годов всем стало понятно, что Советский Союз уже теряет былую хватку в противостоянии с капиталистическим миром. Как результат, со стороны наиболее вероятного противника участились всевозможные провокации. Американские самолеты стали заметно чаще нарушать воздушное пространство СССР. Не отставали и корабли США, которые своими выходками то и дело испытывали советский флот на прочность. Один такой инцидент случился 12 февраля 1988 года. В конце 1980-х годов США понимали, Советский Союз стремительно увядает, скоро с большим русским медведем случится что-то нехорошее. Едва ли в Америке представляли, что 1991 год будет выглядеть именно так. Однако воздушные силы и флот США делали все, чтобы спровоцировать СССР на какой-нибудь откровенно некрасивый инцидент, который впоследствии можно будет использовать в своих целях, преподнеся в СМИ в нужном свете. Чаще всего такого рода провокации находили выражение в незаконном пересечении воздушных и морских границ. Более того, американцы умело пользовались Конвенцией ООН по морскому праву UNCLOS III в своих целях. Конвенция UNCLOS III была подписана в 1982 году и, среди прочего, предусматривала возможность мирного прохода военных кораблей через территориальные воды СССР и США. Само собой, заплывать к вероятному противнику можно было только при соблюдении ряда условий и в исключительных случаях. Согласно Конвенции UNCLOS III, военные корабли, проходящие в воды другого государства, не имели права заниматься разведкой, идти с включенным радиолокационным оборудованием и не могли запускать с борта воздушные аппараты. Однако, как это часто бывает, гладко было на бумаге. Уже в 1986 году флот США, прикрываясь UNCLOS III, совершил первую провокацию в Черном море, войдя в территориальные воды СССР недалеко от Крыма на 6 миль. При этом у крейсера «Йорктаун» и эсминца «Керрен» было включено радиолокационное оборудование. После этого случая КГБ и Министерство обороны Советского Союза придумали способ, который позволил бы проучить провокаторов без серьезных последствий. Флотское командование предложило идею корабельного навала по аналогии с танковым тараном. Идея была поддержана руководством страны. И вот пришел февраль 1988 года. Советская разведка получила сведения о том, что крейсер «Йорктаун» и эсминец «Керрен» скоро вновь зайдут в Черное море. Флотскому руководству было дано распоряжение действовать в соответствии с директивой 1986 года. Встречать американских гостей отправили сторожевой корабль СКР «Беззаветный» под командованием капитана второго ранга Владимира Богдашина и корабль СКР-6 под командованием капитана третьего ранга Анатолия Петрова. Также на подстраховку были высланы корабли СКР «Измаил» и поисково-спасательный «Ямал». Советские корабли взяли американские под сопровождение сразу после того, как гости из-за Атлантики пересекли Босфор. Флот США следовал вдоль Болгарии и Румынии, после чего направился к Севастополю. 12 февраля советские капитаны доложили о том, что американцы уверенно держат курс на советские территориальные воды. Была дана команда оттеснить незваных гостей. Американские моряки проигнорировали предупреждение, сославшись на то, что с их стороны нет никаких нарушений, и продолжили движение к Крыму. В 10 часов 45 минут «Йорктаун» и «Керрен» пересекли территориальные воды СССР. Советские корабли дали последнее предупреждение и стремительно пошли на сближение с кораблями США. В 11 часов 02 минуты «Беззаветный» влетел в «Йорктаун», совершив навал кормой на американский корабль, в результате чего на американском судне была повреждена носовая часть борта. В тот же момент СКР-6 прошел вдоль «Керрена», срубив американскому кораблю леера, разбив один из шлюпов и повредив корпус борта. После первого навала американские и советские корабли разошлись в разные стороны. Однако на этом история не кончилась. Развернувшись, «Беззаветный» совершил уже второй навал на «Йорктаун», из-за чего на последнем начался пожар. Разойдясь во второй раз, советские моряки еще раз озвучили предупреждение и потребовали покинуть территориальные воды СССР. В ответ на это американцы попытались поднять в воздух вертолеты. Последовало новое предупреждение, которое было подкреплено взлетевшим и готовым к бою Ми-24. Сразу после этого корабли США взяли курс на Босфор. Серьезно пострадали в инциденте только корабли. «Йорктаун», получивший сильнейшие повреждения, простоял на верфях 3 месяца. В ремонте оказался и «Беззаветный», который пришлось чинить на протяжении 4 недель.
Американцы со своей стороны, конечно же, отрицали и продолжают отрицать на официальном уровне, что действия Йорктауна и Кэрон были провокацией. Согласно версии США, корабли действовали в полном соответствии с UNCLOS-3 и ничего не нарушали. Вот такой великой и могучей страной был СССР, с которым считались все, а с нынешней Россией не очень-то и считаются. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.